Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду обозревать очень интересный смартфон под названием Oppo 10K или K10. В чем его отличие от всех остальных, скажем так, средняков? В первую очередь, разумеется, несмотря на то, что это Oppo, глобальная версия, китайская версия, не важно, это бренд BBK, там есть русский язык. И вроде бы и NFC есть, и больше 700 тысяч баллов в Antutu, почти 800 тысяч. И прямой экран, и подбородок, да, слегка раздражает с одной стороны, с другой стороны все у него хорошо, и выглядит он супер классно, и необычно. И, наверное, я спойлерну, телефон просто очень крутой за свои деньги. Когда мы постоянно говорим о стабильных процессорах, о стабильных системах, о выгодном ценнике и уникальном дизайне, мы очень часто проходим бренд Oppo. Почему? Потому что у него, как и у Vivo, ценовая политика в Российской Федерации очень плохая. У них очень высокие цены, неразумно высокие, но опять же, я покупал этот смартфон на Алишке. В принципе, платформ море, чтобы постараться поискать выгодно. И этот смарт мне запомнился. Почему вы кликнули на этот ролик? Скорее всего, из-за его внешнего вида. Но не только внешний вид у него хорош. И мини-джек же здесь есть. У бренда BBK не бывает инфракрасного порта. Мне в целом смарт понравился, поэтому посмотрите на него обзор. Вот сейчас съемка ведется на него, довольно ветрено, 4К 30 FPS это максимум, что он может. С другой стороны, как мне многие пишут: Саня, мы вообще даже в 4К не снимаем, нам 1080p за глаза и за уши. Смотрите сами, смотрим. Поставляется данная модель в белой коробке из плотного картона, упаковка пришла целая, что хорошо. На ней есть надпись модели и краткая характеристика. Пакинг стандартный, ничем не примечательный. В комплекте мы имеем силиконовый чехол хорошего качества, ключ для извлечения слота для сим-карт, краткое руководство, сам смартфон, кабель с USB-A на USB-C, блок питания на бодрых 67 Вт. Не путаем, что это китайская версия смартфона, а не индийская. Здесь блок побольше. Наклейка со смартфона отклеивается хорошо и следов клея не оставляет. Выглядит смарт необычно, в данной расцветке точно. Чехол сидит плотно. Прорезиненный слот на 2 сим-карты, карту памяти запихнуть нельзя. Весит смартфон 209 граммов, что немало. Габариты следующие: 164 на 75 на 10,1 мм без блока камер и 11 мм вместе с блоком камер. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. 7 обзоров в неделю я выгружаю. Подписывайтесь с колоколом. И не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок по ссылке в описании. И да, я думаю, вы понимаете, что этот смартфон является прародителем OnePlus Ace Racing Edition в каком-то смысле, несмотря на некоторые различия. В продаже есть расцветка, которую вы можете наблюдать на экране, а также черная. Дизайн запоминающийся, я думаю, с этим вы согласны. Тыльная часть выполнена из глянцевого пластика, как и рамки. В руке без чехла лежит удобно, но скользкий он. В целом, одной рукой, конечно, можно пользоваться, но опасненько, без чехла. Сборка данной модели хорошая. На корпусе расположили кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, люфт у кнопок минимальный. Далее есть разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0, что неудивительно. Также мы имеем стандартно микрофоны и мини-джек, что круто. А вот ЭК-порт отсутствует, что неудивительно. Динамики основной разговорный, который также выступает в роли основного. Звучание здесь стерео. Звучание отличное. Технология Real Sound на борту с несколькими предустановками, как и сертификация Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless и DIRAC. Кастомного эквалайзера, к сожалению, в стоке нет. Официально класс защиты от влаги и пыли смартфоном не заявлен, поэтому проверять и топить мы его не будем. Смартфон оснащен IPS-дисплеем LTPS на 6,59 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей. Экран устойчивый к царапинам, но никакого Gorilla Glass здесь нет. Здесь другая, не особо популярная защита. Соотношение экрана к корпусу 90,8%, глубина цвета 16,7 миллиона цветов. 8 бит на цвет, плотность пикселей хорошая, 401 ppi, пиковая яркость 600 нит, а типичное значение 480 нит при прямом попадании света на экран. С включенной автояркостью яркости не хватает, разумеется, но в целом пользоваться в солнечный день им можно. Частота обновления экрана 120 Гц и
60 Гц. Технология динамической настройки частоты обновления экрана отсутствует. Частота дискретизации сенсорного отклика 240 Гц. Тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране, разумеется, результат очевидный. Но 240 Гц честные. Мультитач на борту, но 10 касаний экран откликается на них с трудом. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо и довольно быстро, но промахи изредка проскальзывают. Завести можно до 5 пальцев, ко всему один и тот же отпечаток пальца 2 раза вы не заведете. Распознавание лица срабатывает хорошо даже под углом, внести биометрические данные можно только одного лица. Подбородок у экрана есть, и он не маленьких размеров, приличный такой. В настройках экрана имеются различные настройки для персонализации, но их не особо и много. В целом экран хороший, у него отличная плотность пикселей и приятная цветопередача. Яркость для подобного смарта достаточно, но, конечно, хочется иметь запас. Процессор установлен MediaTek Dimensity 8000 Max с техпроцессом 5 нанометров и 8 ядрами, максимальная тактовая частота которого 2,75 ГГц. Графический процессор ARM Mali GT 610 MC6, интерфейс ColorOS 12 на базе Android 12 версии, русский язык в стоке и шрифт хороший. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Виртуально расширить оперативную память можно, но по большей части это маркетинговый ход, если не побольше, а вообще в принципе маркетинговый. Вы же понимаете, что внутренняя память и оперативная, она с разной скоростью работает. Притом внутренняя память здесь бодрая, UFS 3.1 на выбор 128 или 256 гигабайт. Напоминаю, правда, расширить внутреннюю память, вставив microSD, здесь возможности нет. Несмотря на это, железо установили хорошее. Имеется поддержка Wi-Fi 6 версии, поддержка 5G сетей, что не для всех актуально. Для 4G Band 7 на борту, 20-го нет. С агрегацией частот, будет беда по мне. Хотя в больших городах вы не заметите разницы. Тем не менее, связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора четкое, микрофоны и датчики приближения не подводили. Запись в стоке вызовов есть, это же китайский смартфон. Хотя, напоминаю, как вы видите, все на русском языке. Бренд BBK в этом смысле молодцы. Вибромоторчик линейный по оси X, тактильно он неплохой, ко всему можно настроить сенсорный отклик и силу вибрации. Bluetooth последней версии 5.3, NFC смартфон, разумеется, поддерживает, MirPay устанавливаем и оплачиваем без каких-либо проблем. Из навигации на борту GPS от GPS GLONASS, Galileo, Beidou и QZSS. GPS-тест в городских условиях у меня показывает точность до метра доходит. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке смартфон сбрасывал тест, и для Oppo это стандартно, не дружит он с PC-марком. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, беспроводной зарядки нет. Заряжается от 0 до 80 за 34 минуты, от 0 до сотки за 48 минут. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости улетает 12%. За час игры в играх в среднем уходит 21%. В New State, в Standoff 2 смартфон не сбрасывает, разумеется, яркость. Ко всему картинка плавная, быстрая, без фризов и подвисаний. Система охлаждения установлена Diamond VS. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест я прогонял на 100 потоках при 30 минутах. В целом очень даже неплохой результат. 308 гипсов минимально, максимально 396, в среднем 362. Geekbench 5, 3D Mark, все вы видите сейчас на экране, все более чем прилично. В Antutu, несмотря на то, что я прогонял смартфон несколько раз и в производительном режиме, он выдает мне одинаковое количество попугаев, 767 тысяч. Напоминаю, что здесь, допустим, производительный режим на результаты тестов вообще никак не влияет. 30-минутный стресс-тест прошел отлично, результаты вы можете также видеть на экране. Результат теста искусственного интеллекта, учитывая стоимость смарта, хороша. 833 тысячи — это неплохо. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор на 64 мегапикселя с автофокусировкой, широкоугольный сенсор на 8 мегапикселей с углом обзора в скромные 112 градусов с фиксированным фокусом и 2 мегапикселя макрообъектив также с фиксированным фокусом. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 30 FPS. Оптическая стабилизация видео отсутствует, а вот цифровая на борту. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей без автофокусировки. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. В стоковой камере имеется достаточно различных режимов. К примеру, есть замедленная съемка, панорама, про режим, ночная съемка, много сюжетных видео, портрет, видео и подобное. Короткие примеры, разумеется, вы сейчас увидите в различных условиях. Ну и самое классное во всей этой истории — это то, что Oppo K10 имеет возможность брать микрофон внешний. То есть вы можете подключать туда родовскую петличку и совершенно свободно пользоваться микро при съемке. Притом съемка здесь, по мне, даже очень неплохая. Смотрим. 4К 30 FPS, 60 залочено. Ночь, пляж. Много огоньков вдали. Смотрим, что с автофокусом. Работает. Жаль, 60 FPS залочено. Может быть, с прошивкой разлочит, кстати. Вот такая ночь. Сейчас включил ультрастабилизацию плюс подсветку. Роллинг шаттера.
Вот я наблюдаю какое-то искажение, но не лютое. Напишите, вы видели. И, разумеется, в кружочке, а вокруг все белым-бело. Ну и как мы любим, как всегда, двойной режим. И максимум здесь можно делать x2 и обраточка. Как в Xiaomi, к сожалению, нельзя менять, чтобы был кружочек, и после этого там квадратик или еще что-нибудь. Ну, x2 это тоже неплохо. Дети играют. Сейчас будут ловить. И понеслась. Чем бы дитя не тешилось, да? Главное, чтобы на пляже, где плюс 30. Параллельно, разумеется, включил на опповском смартфоне съемку. Для того, чтобы люди могли сравнить, как все это дело будет выглядеть на двух разных смартах. Не так, конечно, супер мега эпично, как в Питере, но зато на открытой воде выглядит классно. Это канадский самолет, если будет несколько. И это второй день уже. 1080p 60 fps, стаб ночью чего-то не становится по мне лучше. Хотя все, как говорится, относительно. Фронталка 1080p, и здесь включена подсветка автоматом. То есть я в кружочке, вокруг, а вот сейчас уже не в кружочке. Сейчас уже фронталки а-ля хватает всего. Вот так примерно вас будут видеть и слышать собеседники в обычном режиме ночью. Притом с таким неплохим освещением, я скажу откровенно. Основная камера 0 ночь 4К, 30 FPS, 60 FPS, к сожалению, залочена. И да, ощущение, как будто в России. Only Russians. Вот так примерно и будет все сниматься. Стаб мне не нравится, а так норм. 4К 30 FPS, немного съемки в магазине, и я прям вижу, как смартфон, если с одной руки снимать, его колбасит. Само по себе качество хорошее, если поставить на штатив, я думаю, вы по входу видели. Но со стабилизацией прям совсем беда. Вообще. И вот так работает фронталка. Даже в идеальных условиях не идеально. 4К 30 FPS, и вот такая съемка экстремальная, если катиться по ночной Паттайе. Лучше так не делать, разумеется. Держу в одной руке, и я вижу расход. 4К 30 FPS, съемка с двух рук. И вот так ночью можно будет снимать, если неподвижно, допустим. Объект хорошо освещен, но не идеально. Допустим, делаем X на одной из букв X2, X3, X6, X7, X10. Ну, на штативе можно было бы рассмотреть что-то даже. Немного фронталки в тех же великолепных условиях. Никакого роллинг-шаттера. Летом можно снимать. 4К 30 FPS и еще немного съемки вот такого вот картинга. Весело выглядит. Easy Kart. Не на правах рекламы. 4К 30 FPS, съемка в красивом помещении с высокими потолками. Стоп. Встал. Встал. 4К 30 FPS, пример съемки, день с двух рук. И, разумеется, где-то тень, довольно сильный ветер. Но в целом, по мне, если встать, солнце со спины, камера справляется неплохо. Учитывая, опять же, стоимость смартфона. Со стабом только беда. 4К 60 FPS, тай, и вот это вы сможете спокойно попросить поесть, вам пожарят, как говорится, белок чистой воды. И немного фронталочки, совсем чуть-чуть. 4К 30 FPS, и вот он, великий ужасный неоновый Walking-стрит. Вот переулок, перекресток. И вот так вечером вы сможете что-то там снимать. Немного видеоклуба, буквально 3 секунды, раз, два, три.
Минусы: нет ИК-порта, нет 60 FPS при 4К и не будет, скорее всего, нет возможности расширить память, вставив microSD, нет 20-го бенда у 4G. Псевдостерео хоть и неплохое, но куда лучше было бы, если бы установили два основных динамика. Ну и вы можете запутаться в версиях, потому что то, что продают в Индии под видом Oppo K10 5G, это совсем другое устройство. Это устройство по мне топ. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Я еще раз повторяю, что это определенная альтернатива OnePlus Ace Racing Edition, притом даже в каких-то местах и лучше. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок, и всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, знайте, вы помогаете проекту, и огромное вам спасибо за комменты. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Я редко делаю обзоры на бренд Oppo. Почему? Потому что он тяжело продается на Авито, в принципе, как и Vivo. То есть я покупаю смартфон, потом его тестирую, потом либо разыгрываю, либо отдаю кому-нибудь, чаще, разумеется, продаю. Так вот, Oppo это не те смартфоны, которые легко продать. С одной стороны. С другой стороны, Oppo Find X5, обзор на канале, Oppo Find X5 Pro улетали как горячие пирожки, и они очень крутые. У этого то же самое. Супер крутая внешка, очень большое количество различных плюшек. Я повторяюсь, мини-джек, нормальная камера, 4К 30 FPS за глаза и за уши, хороший микрофон. Поэтому смотрим обзор, решаем сами. Девайсу однозначное да. Подписывайтесь на канал с колоколом, на телеграм-канал скидок и взаимопомощи. Добра и удачи вам, дорогие друзья!